Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как сделать самогон из бананов. У меня есть 20 килограмм испорченных бананов. И если мы ничего не сделаем, то мы их выбросим. А так попробуем сделать самогон. Для того, чтобы сделать брагу из бананов, необходимо хорошо их очистить от шкурки и добавить в них воду и дрожжи спиртовые для лучшего брожения. Самая сладкая часть — это мякоть банана, а шкурки почти не имеют ничего сладкого, поэтому они будут только мешать в браге. Поэтому все вычищаем мякоть из шкурки банана, а шкурки выбрасываем в мусор. Мякоть уже немного начала бродить, но не гнить, что нам и нужно. Она будет легче измельчаться и будет получаться банановое пюре для браги. Бананы, которые начали гнить или плесневеют, нам не подойдут. Они испортят вкус самогона и всей браги. Поэтому мы такие фрукты выбрасываем. Конечно же, много отходов, но внутри бидона даже образовался банановый сок, который стек из играющих фруктов. Мы его не выливаем, он также сладкий, в нем будет много спирта. Вот у меня получилось из 20 килограмм бананов 10 килограмм сока и мякоти. Выливаем эту мякоть в большую высокую емкость. Емкость для брожения должна быть из нержавеющей стали или из пищевого пластика, чтобы не было окислов и коррозии, которая образуется при окислении других металлов. Вот у меня получилось еще второе 10-литровое ведро жмыхи из бананов. Вот такое у меня получилось сусло из бананов. Оно очень похоже на сусло из абрикосов по консистенции и даже очень жидкое. Поэтому я воды буду добавлять сюда как можно меньше, потому что бананы оказались водянистыми. После этого я возьму теплую отстойную водопроводную крановую воду и добавлю на 10 литров воды 2 килограмма сахара. То есть на килограмм сахара 5 литров воды. Потому что обычную воду просто доливать в брагу не буду. И хорошо перемешиваем воду до полного растворения сахара. Вот сахар растворился, и вливаем его в брагу банановую. После этого брагу можно поставить в теплое место с температурой воздуха 18-25 градусов и ждать, пока она перебродит. Но я для ускорения брожения воспользуюсь спиртовыми дрожжами, которые ускорят брожение от месяца до 1 недели. Я добавлю 250 грамм этих дрожжей на 30 литров браги. Сильно много тоже нежелательно добавлять, потому что запах будет тогда более неприятный, самогонный. А так хочется, чтобы больше осталось банановой нотки в этом самогоне. Хорошо крошим и ждем полного растворения этих дрожжей. Как видите, брага получилась довольно жидкая, похожа на ту, что мы делали из варенья. Значит, влаги здесь достаточно.
Теперь осталось поставить эту брагу в теплое место и каждый день перемешивать шапку так, чтобы она не зацвела и не начала киснуть. Так брага будет не кислая и хорошо вызревшая. В моем рецепте я не измельчал банановую мякоть, потому что бананы уже переспели и распадались в руках. Но если бананы у вас еще плотные, то придется обойтись или электромясорубкой, или каким-нибудь венчиком, которым измельчить эту смесь. Имейте в виду, что пены от банановой браги будет много, поэтому желательно наполнять емкость примерно на 2/3, чтобы большая часть оставалась вверху и пена не выходила из емкости. Я накрою предварительно неплотной крышкой эту емкость, чтобы было меньше доступа кислорода, она меньше окислялась и не закисала. Вот видно, что вверх уже не поднимается, все дрожжи упали на дно. И теперь, если мы вовремя не выгоним, может возникнуть уксусное брожение, и спирты превратятся в уксус, что нам не нужно. Переливаем брагу в алюминиевый бетон. Я его применяю, потому что процесс варки кратковременный, и за пару часов окислы алюминия в самогон не попадут. Брагу я не фильтрую, потому что она достаточно жидкая и не будет приставать на малом огне к бетону. И накрываем бидон крышкой. Стандартный прижим я заменил на вот такую рамку. Не очень фотогигиенично, но практично. На уши горлышка бетона я установил такие два болта с приваренными шайбами. В рамке есть два отверстия, строго по ширине этих болтов. И осталось закрутить гайками эти два болта. При этом рамка хорошо прижмет крышку и не будет нигде утечки паров самогона. Для проверки герметичности прилегания крышки необходимо подуть в патрубок выходной, и если не будет нигде подтравливания воздуха, все герметично. Воздух не выходит, значит можно ставить бидон на огонь. Устанавливаем бидон на газовую печь. В качестве холодильника я использую обычный лабораторный дистиллятор. Он выполнен из термостойкого стекла, закреплен на деревянной планке из дуба. И с помощью небольшого шнурка привязываем его к одной из ручек бидона. Здесь на подающем шланге установлена такая же крышка металлическая с двумя фитингами. Устанавливаем на свое место банку, прикручиваем крышку и подключаем к выходу из крышки бетона шланг. Этот сухопарник очень удобный. Единственный минус, что из-за постоянной влажности эта крышка со временем прогнивает и приходится менять ее на новую. Но она стандартная, поэтому подходит от любого майонеза. Шланг для подключения воды к холодильнику выполнен из тонкой резины. Здесь установлен фитинг из газовой печки и кран на 3/4. Откручиваем гусак стандартного смесителя кухонного. И на резьбу гусака накручиваем этот кран. Теперь открываем холодную воду и проверим, нет ли протечек. Лабораторный холодильник наполнился холодной водой. И в раковину пошли излишки. Делаем отверстие в обычной капроновой крышке. Вставляем сюда шланг выхода самогона. И одеваем на этот бутыль. Теперь шланг никуда не выпрыгнет. И пары самогона не будут испаряться так интенсивно. Осталось зажечь газ, включить его на полную мощность и подождать, пока начнет кипеть брага. Я поджигаю две передние конфорки. Закипание бидона браги происходит в течение 1 часа. Поэтому я пока охлаждение холодильник не включаю, а через час начнем работу.
Вот брага начала кипеть и пошли первые капли самогона. Необходимо отобрать 10% от общего количества самогона. Это будут головы. Все остальное берем. Вплоть до 45 градусов. Крепость первака 70 градусов. Крепкий, но пить его нельзя. Запах очень острый, неприятный. Его можно использовать для растирки или же для поджигания костров, для жарки шашлыков. Вторую перегонку я делать не буду, потому что самогон фруктовый, и вторая перегонка испортит запах, он не будет такой выраженный. Крепость самогона 60 градусов, что является нормой. Я самогон фильтровать не буду, а разбавлю его до 45 градусов. Сейчас у него крепость 60 градусов, следовательно, на 2,5 литра самогона необходимо добавить 700 грамм воды. Воду я использую обычную очищенную бутилированную из магазина. Она не даст мути и прозрачность не изменится. Разбавляем самогон в нержавеющей посуде. Это ведро. Пластик применять не рекомендуется. Сначала наливаем определенное количество воды в ведро, а после этого самогон. Теперь выливаем сюда самогон. Второй раз я его перегонять не буду, потому что хочу, чтобы запах был наиболее выраженный. Если вы больше предпочитаете чистый самогон, без посторонних запахов, то еще можете один раз его перегнать. Партию слабого мутного самогона, который мы отбирали в конце, это хвосты, я заливаю во вторую партию браги. И мы получим концентрат в виде нормального самогона. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.